Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тема сегодняшнего видео – почему приоритеты в жизни очень важно. Тем, кто смотрит это видео первый раз, устраивайтесь поудобнее. Обязательно ставьте нам лайки, нажимайте кнопку колокольчик и нажимайте кнопку «Поделиться». Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много интересного и полезного. Итак, рассмотрим нашу тему «Приоритеты в жизни». Это очень важно. Почему они важны? Сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Я напоминаю и повторяю неоднократно в каждом видео, что миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это профессиональное и личное долголетие. Если мы ставим долголетие в главу нашей миссии, соответственно, мы подбираем соответствующие инструменты, которые помогают нам быть эффективными в личной жизни продолжительное время, больше 50 или после 50 лет. И мы говорим о том, что в профессиональной деятельности мы также можем быть долговременным игроком или сохранять нашу продуктивность. Возможно, некоторым придется сменить профессию или овладеть второй профессией, чтобы работать и заниматься любимым делом и быть профессионалом в той области, которой вы посвятили 30 лет и более. Тема наставничества в колесе жизненного баланса Long Swim поднимается постоянно. Когда мы делимся своими знаниями, своим опытом с окружающими людьми, мы позволяем себе выявить те пробелы, которые у нас есть в теоретической части, то есть мы заполняем свою сферу личностный рост обучением, которое расширяет наш кругозор, которое делает наши профессиональные навыки более лучше. Для тех, кто в профессиональной жизни уже достиг своего предела, пожалуйста, переходите на сторону преподавателей, делитесь сами этим опытом, делайте прогнозы по своей индустрии, так, чтобы ваши жизненные ценности помогали вам, вашу отрасль делать лучше и адаптивно к нуждам человечества. Первое, что я хотел бы сказать по поводу приоритетов. Колесо жизненного баланса Long Swim, оно разделено на две части. У нас есть сферы жизни, в которых у нас доминируют эмоции. Это сфера друзья и окружение, сфера отношения и семья, ну, правильнее говорить, семья и отношения, яркость жизни и духовный рост и творчество. В этом, скажем так, полукруге мы все эти четыре сферы погружаем в наши эмоциональные переживания, или эти сферы погружают нас в свои эмоциональные состояния. Все зависит от вашего состояния. Если вы находитесь в состоянии 0,4, вы очень сильно зависимы от мнения окружающих, от их эмоционального состояния. Если вы находитесь в состоянии 8-10, очень стабильном состоянии, вы свое окружение буквально выравниваете, мотивируете их к действиям. То есть я не удивлюсь, если среди вас находятся такие замечательные люди в состоянии 8-10, вот вы, находясь под их влиянием примерно неделю, покрываетесь инсайтами, начинаете действовать. То, что раньше у вас не могло получиться, потому что вам не хватало информации или какой-то мотивации. После общения с людьми состояния 8-10 вы как на крыльях все переделываете быстро и хорошо. В этом суть состояния 8-10 – мотивировать, ставить более грандиозные цели, уметь формулировать цели так, чтобы люди старались выйти за свою зону комфорта. Следующие 4 сферы, в которых присутствуют действия, они очень нуждаются в постановке более амбициозных целей. Если вы в этом году в сфере карьера и бизнес ставили скромные планы, потому что не знали, как будет ваш профессиональный рост, через год смело ставьте профессиональные планы, даже если они будут очень сильно амбициозны, они помогут вам понять свои возможности, понимать, какой теоретической информации вам не хватает. Когда вы будете свой опыт пытаться вынести за пределы той страны, в которой вы находитесь, через научные публикации, через публикации в каких-то специализированных изданиях, вы поймете, что есть среди вашего окружения профессионального те люди, которые вас всегда поддерживают, потому что вы – это вы. Есть коллеги, которые находятся в состоянии 0,4, они не очень довольны вашим успехом, но вы уже, если продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, понимаете, что они нуждаются в эмоциональной поддержке, как правило, они одинокие,
и надо проработать их сферу жизненных ценностей, то есть сферу духовного роста и творчества, и после этого с людьми происходит чрезвычайно кардинальная картина, когда они из угрюмых людей превращаются в успешных специалистов. Следующая сфера, в которой у нас эмоции уступают место действиям, это сфера деньги. Напоминаю, что у сферы деньги и сферы семья и отношения одинаковая миссия. Это миссия сохранить и приумножить. И в сфере деньги мы учимся управлять нашими активами, управлять нашим денежным потоком, то есть пытаться его приумножить. И состояние в сфере деньги 4-8, я вам рекомендую всегда к нему прибегать, не скромничайте, тратьте деньги, задействуйте рекламу для того, чтобы продвигать свою компетенцию, свои товары и услуги. Таким образом, у вас появляется практический опыт востребованности вашей экспертизы, востребованности ваших товаров и услуг. Вы эти инвестиции или затраты на рекламу вернетесь себе в течение года хотя бы в ноль точно. У кого эта рекламная кампания будет удачной, то смогут еще заработать не только на своих услугах и товарах, но и сможете заработать репутацию среди единомышленников. Следующая сфера, где действия очень важны, это сфера личностный рост. Да, в этой сфере мы получаем очень много теоретической информации, но суть этой теоретической информации заключается в инсайтах, и эти инсайты позволяют вам ту теорию, которую вы получили, превратить в действие, и эти действия окупают затраты вашего времени, окупают денежные затраты на обучение, и чем больше у вас этих инсайтов, тем больше возврата инвестиций. Не забываем в сфере личностного роста про наставничество. И вот сейчас я уже плавно возвращаюсь к приоритетам. Почему это важно в сфере личностного роста? Сфера наставничества – это тот приоритет, к которому нужно стремиться. Возможно, вам придется пройти долгий путь 3-5 лет, а то и более, для того, чтобы понять, что наставничество – это не лишнее в вашей жизни. Наставничество – это позволяет вам свое эмоциональное состояние перейти от состояния жесткой критики к тому, что вы людей обучаете, как можно реагировать на те неудачи, которые есть в жизни, то есть спокойно, с пониманием того, что это можно и исправить. Это очень важно для воспитания детей, потому что вы, как родитель, можете быть и не только строгий, но и любящий. Это хорошо подходит для мам, потому что строгая мама – это хорошо, но мама, которая любит своего ребенка и с уверенностью смотрит в его светлое будущее, это мама, которая понимает, каких навыков и знаний и умений не хватает вашему ребенку, вашей дочери, вашему сыну, и дети через 5-10 лет обязательно оценят ваши усилия. Это будет благодарность, это будет гордость за то, что вы такой замечательный родитель, и это все сфера личностного роста. Следующая сфера, где у нас преобладают действия, где важны приоритеты, это сфера здоровья и спорт. Если вы находитесь на возрастном периоде больше 30 лет, этой сфере нужно уделять все большее внимание, потому что организм нуждается в хорошем мышечном регулярном тонусе, и хороший мышечный тонус позволяет вам не ходить в стадию эмоционального выгорания. То есть у нас эмоциональное выгорание связано с тем, что эмоций много, эти эмоции не компенсируются действием. Если вы занимаетесь спортом, у вас получается управляемый вами баланс. Вы действиями компенсируете всю энергетику ваших эмоциональных переживаний. В состоянии большой двигательной нагрузки вам проще принимать решения, поэтому приоритет в сфере здоровья и спорта, он очень важен, чтобы не попасть в сферу эмоционального или физического выгорания. Следующая сфера, в которой очень важны приоритеты, и здесь эмоции больше, то есть у нас 80% эмоций находится в сфере друзья и окружения. Кто-то считает, что в сфере семья и отношения находится более половины эмоциональных переживаний. Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. Нам будет интересна ваша дискуссия и обмен экспертным мнением. Сфера друзья и окружения очень сильно влияет на ваши семейные отношения. Если у вас нет каких-то краткосрочных и долгосрочных планов совместных на будущее, вы вынуждены
вовлекаться в чужие жизненные ценности, даже если это будут ваши родственники, хорошие, знакомые и прочее. Я еще раз напоминаю, что никто, кроме вас, жизненные цели по колесу жизненного баланса ставить не будет. Мы по каждой сфере на год ставим 5-10 целей по каждой сфере. Если вы находитесь в состоянии 8-10, и 1-3 цель на каждую сфере более чем достаточно, если вы находитесь в состоянии 0,4. Поэтому прежде чем ставить цели, оцените свое состояние в среднем по колесу жизненного баланса. Если это состояние 0,4, начните с маленьких целей, легко достижимых. По мере того, как вы будете чувствовать уверенность и поддержку от своего ближайшего окружения, увеличивайте количество целей. Как правило, это происходит во втором полугодии. В этом нет ничего страшного. В начале года поставили маленькие цели, 1-3 цели на год. Во втором полугодии добавили те цели, чтобы они были для вас легко выполнимые и исходя из моментов, когда вы находитесь вот в состоянии баланса, а не дисбаланса. Итак, для того, чтобы приоритеты в жизни шли на укрепление ваших долгосрочных отношений в сфере семьи и отношения, у нас приоритет самый важный – это долгосрочные совместные достижения и действия. То есть мы понемногу выходим из рутины, понимаем, что это очень важно, и этому можно уделить 5-6 дней в неделю, но, пожалуйста, 1 день в неделю мечтайте, ставьте какие-то краткосрочные достижения, которые связаны с покупкой полезных и необходимых вещей, которые вносят уют и какую-то гармонию в ваш быт. И долгосрочные достижения помогают вам накапливать на какие-то крупные вещи. Не забываем такую пословицу, что в тени деревьев отдыхают те, кто посадил дерево много лет назад. Замечательная пословица. Кто автор, пожалуйста, пишите в комментариях название автора. Нам интересно, внимательно ли вы смотрите наше видео. Итак, я хотел бы еще раз рассмотреть сферу яркость жизни. Здесь, в сфере яркости жизни, мы постоянно находимся в источниках силы. Если вы находитесь в состоянии 0,4, для вас важно перемещение в тех источниках силы. Это другая страна, другая местность, другая какая-то атмосфера, где вы понимаете, что вы перезагрузились, словили момент краткосрочного, долгосрочного отдыха, а в состоянии 4-8 вы приходите к такому пониманию, что там, где вы есть, это место может быть источником силы, то есть вы уже можете управлять своим внутренним состоянием, своими внутренними сомнениями, внутренними ресурсами, можете смело озвучивать свои планы. Это состояние 4-8 в сфере яркость жизни, когда вы уже сами становитесь источником силы. В сфере яркость жизни состояние 8-10 самое замечательное, вы наслаждаетесь всеми тонкостями этого мира по полной. Это состояние 8-10. Состояние 8-10 вы своей энергетикой можете делиться с окружающим, при этом не терять ее. Для вас очень важна тонкая формулировка своих целей. Всегда найдутся единомышленники, которые этой цели посвятят все свое время, и таким образом вы для достижения собственных целей не будете тратить свои собственные ресурсы. В личностном росте у нас всегда есть возможность получить необходимый минимум информации от экспертов, которым вы доверяете, от экспертов, которых вы еще не знаете. Вы эту информацию будете рассматривать через призму своего личного и профессионального опыта. Поверьте мне на слово, сфера личностный рост всегда вам даст возможность прийти к инсайту, который позволит вам решить ситуацию. Ваша задача, используя методику колеса жизненного баланса, научиться уметь формулировать цели таким образом, чтобы была видна возможность реализации достижения этой цели, выхода из проблемной ситуации. Я бы вам очень пожелал, чтобы вы больше находились в состоянии 4-8, когда вы не выходите из ситуации, в которую вы попали волей-неволей или вынужденно, это состояние 0,4, а вы, наоборот, стремились к тем ситуациям, где вы вправе определять, что вам нужно, в какой мере нужно, и этот выбор, чтобы у вас был всегда. Тем, кто смотрел это видео, подводим итоги. Тема сегодняшнего видео: почему приоритеты в жизни – это очень важно, почему важны приоритеты. Я еще раз вам напомню, что для решения очень многих задач существует сфера личностного роста. В этой сфере вы всегда можете найти ответы на тот вопрос, какие приоритеты в жизни
у вас в первом полугодии, во втором полугодии. Научитесь, пожалуйста, если вы переходите из состояния 0,4 в более энергоемкое состояние 4,8, добавлять своих жизненных приоритетов, не будете ставить дополнительные планы. Дополнительные планы позволяют вам еще раз иметь возможность познакомиться с новыми единомышленниками. Новые единомышленники дают вам другое ощущение мира, то есть вы в яркости жизни уже сами приближаетесь к тому, что вы становитесь источником силы, источником мотивации для окружающих людей. Еще раз напоминаю, что почему приоритеты в жизни это очень важно, потому что никто, кроме вас, жизненные цели в вашем колесе жизненного баланса не будет ставить. Все цели, которые вы ставите в колесе жизненного баланса, даются вам с возможностью его реализации. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Наши видео переведены по субтитрам на 185 языков мира. Уже присутствует английская автоматическая аудиодорожка. Поэтому наше видео может смотреть любой человек из вашего круга общения. Главное, чтобы за эмоциональной поддержкой он обращался к вам. Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Я в вас верю, у вас все получится.